Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила, и сегодня у нас с вами будет вот такой мастер-класс по вязанию таких симпатичных босоножек. Мне эта моделька очень нравится, я думаю, что и вам она тоже придется до души. Если вы смотрите еще это видео, не подписавшись на канал, сделайте это прямо сейчас, нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, вы никогда не пропустите видео, которые будут выходить на канале. Ну, а мы с вами начинаем. Что нужно для начала? Ну, конечно, это подошва. Вот такую подошву я подобрала. Отверстие пробила на расстоянии полсантиметра друг от друга. Обвязала их от центра подошвы. В каждое отверстие по 2 столбика без накида. Приготовила стелечки к этим подошвам. Стельки можно тоже также пробить на расстоянии полсантиметра, отверстие сделать. Пряжа Катя Мемфис, здесь 100% катон, и на 100 грамм 240 метров. Крючок буду использовать либо 2,25, либо 2,5, посмотрю. Несколько маркеров нам понадобится. Вот такие застежечки. И начинаем. Сначала обвязка подошвы. В каждое отверстие будем провязывать по 2 столбика без накида. Точно так же, как мы обвязали подошву, мы будем обвязывать стелечку. Крючок использую 2,5. Под эту вот пряжу он хорошо подходит. В каждое отверстие 2 столбика без накида. В первое отверстие провязываем 1 столбик, а все последующие по 2 столбика. И когда будем заканчивать ряд, мы точно так же провяжем второй столбик в первое отверстие. Какую стельку? Можно из кожи вырезать, можно купить готовую. Я предпочитаю готовые. Заканчиваем ряд сюда. И вот здесь в первое отверстие был 1 столбик, довязываем второй. Я беру готовые стельки и вырезаю их по размеру, и потом использую. Они для этого и предназначены. Делаем воздушную петлю подъема. И теперь связываем стельку с подошвой. Для того, чтобы ее связать, если вы еще рука не набита, поэтому лучше всего закрепить. Вот так маркерами я закрепляю в нескольких местах, чтобы она не двигалась. И будем связывать столбик, брать петелечку с обвязки подошвы, петельку с обвязки стельки и связывать их вместе столбиками без накида. Вот так зафиксировать стельку, чтобы она не двигалась, чтобы ровненько можно было их связать. С обоих сторон просто фиксируем. Если у вас нет маркеров, вы можете просто нитью привязать, потом нить эта уберется и все. И затем начинаем вот от центра пяточки, связываем вместе стельку и подошву. Здесь нить, конец нити от обвязки подошвы прячу вовнутрь. Вот так беру петлю с обвязки подошвы, петлю с обвязки стельки и связываю их вместе. Связываем столбиками без накида. Петля с подошвы, петля со стельки и столбик без накида. Вот так продолжаем обвязку. Никогда не беру вязаную стельку, не делаю, потому что мне кажется, все-таки это неудобно. Вязаная стелька будет очень быстро протираться. Беру готовые стелечки, вырезаю. Там беру самую большую, 44 размер, вырезаю потом по размеру своей подошвы, пробиваю отверстие. Провязываем вот так до конца ряда. Вот у нас получилась такая уже готовая форма, на которой мы будем вязать изделие. Вот сейчас двигаюсь вперед, от центра подошвы буду считать по отверстиям. 10 отверстий вот отсчитываю
И вот здесь вот, начиная с 10 отверстия, это получается по 2 у нас столбика, было 20 столбиков, значит. Отсчитала вправо и начинаю в каждую петлю провязывать столбик без накида. Узор здесь будет несложный. Будем вязать поворотными рядами, столбиками без накида, поэтому все будет довольно просто. В каждую петлю провязываем столбик без накида. Вот эта нить, которую мы протянули, я ее не стала обрезать, чтобы конец нити не торчал. Я просто оставила ее и ввязываю сюда, чтобы ее было не видно. Довязываем до маркера. И вот здесь у нас маркер. Мы сейчас эту петлю снимаем на крючок и тоже провязываем столбиком без накида. Все, и дальше вяжем точно так же, но вяжем до петли, которую мы сейчас отметим, параллельно началу ряда. Это у нас будет пяточка, поэтому здесь стоит наметить. Вот здесь у нас было 20 петель, и с этой стороны мы тоже 10 отверстий отсчитываем, 20 петель. И вот до этой петли, вот здесь намечаем маркером петлю, до которой будем вязать. И довязываем до этой петли. Смотрим, чтобы ровненько было, не косило, чтобы. И провязываем до конца ряда, вот сюда до маркера. Доходим до маркера, провязываем последнюю петлю, воздушную петлю подъема делаем, разворачиваемся, изнаночный ряд вяжем со второй петли от крючка. Первую пропускаем, со второй начинаем вязать в обратном порядке столбики без накида. Двигаемся назад до начала ряда с той стороны. Вот сюда вяжем. В начале ряда провязываем последние столбики. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, лицевой ряд со второй петли от крючка, столбики без накида. У нас пятка пошла немножко под наклон. Мы вот эту петлю первую, из которой у нас воздушная петля подъема, мы ее пропускаем, а со второй петли начинаем. Вяжем до конца ряда на той стороне пяточку, вот сюда. Здесь тоже маркер можно уже убрать, он не нужен. Здесь последнюю петлю провязываем, делаем воздушную петлю подъема. Вот эта угловая петля провязывается. И со второй петли от крючка начинаем. Сейчас покажу вам еще раз. Вот угловая петля последняя, воздушная петля подъема, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд со второй петли от крючка. Сейчас покажу поближе. Вот эту пропускаем, следующую начинаем вязать. Провязываем столбики без накида до конца ряда. Пяточка идет под наклон. Вот таким образом довязываем сюда до последней петли и точно так же продолжаем вязать наверх. Вот у нас получилась такая пяточка. Я провязала наверх.
Сейчас скажу, сколько рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 16, 17, 18 рядов всего. Получается 9 лицевых, 9 изнаночных. И теперь будем вязать наверх без скосов, то есть прямо будет у нас вверх. Вот, берем, делаем воздушную петлю подъема и в первую петлю от крючка начинаем вязать ряд. То есть теперь мы петель не пропускаем в начале. Мы начинали на скос со второй петли, а теперь начинаем с первой. И вяжем несколько рядов, я думаю 5 или 6 рядов мы провяжем теперь прямо. Довязываем до той стороны. В конце ряда до последней петли, воздушная петля подъема, разворачиваемся. Изнаночный ряд начинаем тоже с первой петли от крючка. Вот так. То есть мы теперь каждый ряд начинаем с первой петли от крючка, довязываем до последней петельки, делаем воздушную петлю подъема и снова с первой петли от крючка, с той петли, из которой у нас выходит воздушная петля подъема. И в таком случае у нас получится сейчас вот верх здесь прямой. Этот прямой участок нам нужен для того, чтобы мы потом привязали шлёвки сюда и продели в них ремешок, которым будет застегиваться вокруг ножки. Поэтому вяжем до конца ряда. Здесь ничего сложного, все время столбики без накида. Не пропускаем последнюю петлю, обязательно в конце ряда последняя петелька вот угловая. Она немножко туговата. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся и снова самая первая петелька от крючка начинаем следующий ряд. Вот таким образом провязываем, ну, наверное, 6 рядов провяжем. Провязали 6 рядов. Теперь ставим эту петлю на маркер. Вот опускаем нить вниз до боковой части. И с первой петли от пяточки, вот здесь от начала, начинаем делать обвязку. Столбики без накида. В каждый рядок петли у нас видно по рядкам. Теперь мы провязываем в каждый рядок столбик без накида. Вот так петли каждого ряда берем. Идем по краю, делаем обвязку пятки, выравниваем ее. И здесь мы позже сделаем убавление для того, чтобы пяточка плотно облегала ножку с наклоном. Провязываем до верха. Нить вот эту, которую мы опустили, обязательно не забываем придерживать, ввязываем ее сюда в вязание, прячем. Вот таким образом вяжем сюда до маркера. Получается красивый ровненький ряд. Здесь мы сейчас маркер снимем
И провяжем столбик без накида. Вот в угловую петлю берем нить, вытягиваем, затем, не довязывая, снимаем нить с маркера, и вот эти 3 петли мы провязываем вместе. Вот так. Теперь снова в эту же угловую петлю еще один столбик без накида. Двигаемся вперед. 1, 2, 3, 4, 5. И идем до конца ряда. Провязываем столбики без накида до угла. Угловую петлю снова же провяжем 2 раза, чтобы у нас угол был не стянут. Вот, дошли до угла. Теперь в угловую петлю 1 столбик без накида. И сюда же, в эту же петлю, еще 1 столбик без накида. А дальше спускаемся вниз до боковой части. Точно так же, как мы провязали ту сторону. Все, я думаю, здесь все понятно. В конце ряда присоединяемся соединительным столбиком. Провязываем еще 1 соединительный столбик, разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Все то же самое. Еще 1 раз повторяем изнаночный ряд и довязываем столбики без накида, провязываем весь ряд. Затем, если мы хотим, то можем еще 2 ряда провязать, лицевой и изнаночный. И в уголках, вот где у нас переход на прямую, со скоса на прямую линию, мы можем убрать угловые петли, то есть немножко нагнуть пяточку еще вперед. Ну а так, в принципе, смотрите, примеряйте на ножки, если хорошо, можно ничего не делать. Здесь уже все, можно ниточку обрезать. Конец нити мы потом переводим на изнаночную сторону и прячем. Вот видите, так получилось очень симпатично. Все, теперь мы переходим к переду. Вот я уже маркерами отметила, сейчас показываю. От центральной петли вот сюда я отсчитала по 8 петель, с 9 в 9 прикрепила маркер. И в одну сторону и в другую. Центральная петля 3, 4, 5, 6, 7, 8, в 9 маркер. И здесь то же самое я делаю. То есть я прикрепляю, вот давайте считать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 у меня центральная. Все, вот так мы прикрепили первые. И вот в этих боковых частях я отметила по 16 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот, в 16-ю петлю с одной и с другой стороны я поставила вот такие маркеры. То есть сейчас мы будем начинать. Тут у меня модель, есть нижняя часть и есть верхняя часть, которая накрывается сверху и привязывается. Начинаем с нижней части, с внутренней. Вот отсюда убираю маркер, и вот с этой петли я начинаю провязывать уже одну часть. Прикрепляемся к подошве. Я закрепляюсь на одну петлю ближе, чтобы прикрепиться вот так просто, и отсюда вот 16 петли уже начинаю вязать воздушные петли. Вяжем цепочку из воздушных петель.
длина этой цепочки должна соответствовать высоте подъема. То есть замеряем здесь подъем в этой части ножки и провязываем цепочку на высоту подъема. Когда цепочка необходимой длины готова, мы сейчас ее присоединим к боковой части, вот сюда, в эту петелечку. Заводим крючок с лицевой стороны и провязываем соединительный столбик. Вот, привязались. Теперь еще один соединительный столбик в следующую петельку. Разворачиваемся на лицевую сторону. И теперь вот по всей этой цепочке провязываем столбики без накида в каждую петелечку цепочки. Можно провязать эти столбики под цепочку, но все-таки я думаю, что, во-первых, толще будет, а у нас это будет внутренний шов, чтобы его не видно будет. Поэтому лучше провязать вот так. Не очень удобно, конечно, провязывать в петли самой цепочки, но придется здесь немножко постараться. Я думаю, что у вас получится. Не могу первую петельку захватить. Вот. И все, в каждую петлю этой цепочки воздушной провязываем столбик без накида от начала до конца ряда. Двигаемся в конец ряда. И когда мы доходим до конца ряда, вот сюда, мы здесь также присоединяемся соединительным столбиком к боковой части. Затем провязываем еще 2 соединительных столбика. Один. И еще один соединительный столбик, потому что мы сейчас будем вязать уже узор. У нас здесь будет узор решеточка или сеточка. Вот так делаем 2 воздушных петли подъема. Теперь одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом. И дальше вяжем повторением. Воздушная петля, 1 петля пропущена, столбик с одним накидом. Воздушная петля, 1 петлю пропускаем, столбик с одним накидом во вторую. И так вяжем до конца ряда. 1 воздушная петля и через одну столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, 1 пропустили, во вторую столбик с одним накидом. Вот так. Вот такая у нас получается решеточка. Двигаемся до конца ряда. В конце ряда 2 воздушные петли, 1 петлю пропустили, во вторую соединительный столбик. Затем еще один соединительный столбик в следующую петлю. И начинаем вязать назад. Назад вяжем под каждую арку. И там, где у нас воздушная петля, провязываем по 2 столбика без накида. Под каждую арочку 2 столбика без накида. Между арочками не вяжем ничего, никаких воздушных петель, ничего, только в арочку 2 столбика без накида. Это у нас будут лицевые ряды. Изнаночные ряды будут все воздушная петля,
столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Но здесь у нас уже идут арочки, поэтому мы над ними будем вязать. Все, вот так вяжем 2 столбика без накида в каждую арочку. Довязываем до конца ряда. Я думаю, что этот рисунок точно вы сможете связать. Это несложно, но будет очень красиво смотреться в готовом изделии. Вот так, видите, получается. В конце ряда последние тут арочки провязываем по 2 столбика без накида. Вот сюда в угловую тоже. Дальше присоединяемся к боковой части соединительным столбиком. И провязываем еще 2 соединительных столбика. 1, 2. Разворачиваемся наизнанку и вяжем следующий ряд. Вот, теперь мы будем вязать точно такую же решеточку. 2 воздушные петли, 1 петлю пропускаем, и у нас получается над вот этим, над первой арочкой будет столбик с одним накидом. Дальше воздушная петля, столбик с одним накидом над следующей арочкой. Вот здесь вот не очень хорошо видно, конечно. Сейчас поближе сделаю, чтобы вам видно было. Вот, смотрите, делаем накид и провязываем столбик с накидом вот здесь, вот не здесь, а вот здесь над арочкой, видите, над центром арочки. Дальше снова воздушная петля, накид и над следующей арочкой вот этот столбик с одним накидом. Тут мы уже не считаем ни петли, ничего, тут просто двигаемся по рисунку. Над следующий центр арочки и вот в эту петелечку столбик с одним накидом. Воздушная петля, следующая арочка, столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. У нас они как бы в шахматном порядке, но в итоге в узоре это будет не видно. Вот так они будут, потому что между ними идет ряд. Видите, они как бы в шахматном порядке чередуются. Над центром арочки провязываем столбик с одним накидом. И мы будем вязать также все следующие ряды. В конце ряда присоединяемся соединительным столбиком. Заканчиваем 2 воздушные петли. С лицевой стороны вводим крючок и присоединяемся соединительным столбиком. Затем, сейчас не видно было, сейчас покажу. Вот, провязываем 2 воздушные петли. Здесь 1 петлю пропустили, во вторую присоединились соединительным столбиком. В следующую петлю соединительный столбик. На лицевую сторону разворачиваемся и под каждую арочку, где воздушные петли, провязываем 2 столбика без накида. Лицевой ряд. 1 столбик, 2 столбик. Переходим к следующей. 1 столбик, 2 столбик. Вот так. Очень простой рисунок. И дальше мы будем повторять эти 2 ряда. Лицевой и изнаночный. Вот такие же арочки. Лицевой и изнаночный. Все, повторяем их. И провязываем так 10 рядов. 5 лицевых и 5 изнаночных. А теперь смотрите, на лицевом ряду мы провязываем последние вот 2 столбика. И затем не присоединяемся, а делаем 2 воздушные петли.
Теперь будем поднимать как бы язычок наверх. Делаем накид и вяжем узор. Одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом. То есть у нас ряд теперь будет идти на сужение. Воздушная петля, накид, одну петлю пропустили, во вторую столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид, одна петля пропущена, столбик с одним накидом. Делаем все то же самое, только мы к боковым частям теперь не присоединяемся. У нас будет такой как бы язычок идти наверх. Будем вязать вверх. В конце ряда, вот смотрите, здесь у нас воздушная петля, провязываем последний столбик с одним накидом над последней арочкой. Дальше делаем воздушную петлю подъема и разворачиваемся, не присоединяясь к боковой части. Вот теперь у нас идет сюда наверх и немножко зауживается. Вот сейчас под каждую точно так же лицевой ряд, под каждую арочку 2 столбика без накида, изнаночный ряд вяжем столбик с одним накидом и воздушная петля. Точно так же, только идет заужаясь наверх. Вот таким образом. Сейчас я покажу вам дальше. Здесь все точно так же. Довязываем до конца ряда. В конце ряда последнюю вот сюда арочку мы провязываем один столбик без накида. Теперь делаем 2 воздушные петли, разворачиваемся. И прямо в следующую петлю от крючка провязываем столбик с одним накидом. Вот, в следующую, не пропуская петель. Делаем бортик такой. Теперь воздушная петля и через одну над арочкой столбик с одним накидом. Воздушная петля и над арочкой столбик с одним накидом. То есть дальше уже все так же. Единственное, что начало и конец ряда у нас идет заужение там. И мы в конце провязали один столбик без накида в последнюю арочку, а в изнаночном ряду провязали 2 воздушные петли, они как бы заменяют столбик с одним накидом, и рядом еще один столбик с одним накидом. Дальше продолжаем вязать по узору точно так же и поднимаемся на необходимую высоту. Я думаю, что это понятно, вы теперь уже сами справитесь. Вот таким образом вяжем туда-обратно. И вот у меня такой получился высоты. Считаем, сколько у нас тут рядов. Всего я провязала 24 ряда, то есть 12 лицевых, 12 изнаночных. Нить обрезала, и теперь начинаем вязать вот эту верхнюю часть босоножка. Вот отсюда начинаем первый ряд. Одна петля вперед от этой петли, где у нас был маркер, привязываемся. И теперь с этой петли, где у нас был маркер, начинаем вязать цепочку из воздушных петель. Цепочка должна быть такой длины, которую у нас тут подъем над пальчиками замеряйте, чтобы был ровно. И потом, когда необходимой длины цепочка будет готова, можно будет ее присоединить на другую сторону.
Верхнюю часть мы будем вязать столбиками без накида, без какого-либо узора. Вот здесь у нас будут пальчики. Замеряем вот так подъемчик. Мне нужно, чтобы здесь, чтобы было ровно 7 сантиметров длина этой цепочки. Вот как раз 7 сантиметров. И теперь я присоединяю ее вот в эту петельку. Ввожу крючок с лицевой стороны, провязываю соединительный столбик. Теперь еще один соединительный столбик, это для подъема. И начинаю вязать поворотными рядами туда-обратно столбики без накида. Сначала провязываю столбики в каждую петельку этой воздушной петли, воздушной цепочки. Каждая петелька цепочки из воздушных петель — это столбик без накида, начиная с самой первой. В конце ряда присоединяемся к боковой части соединительным столбиком. Здесь у нас конец нити, я хочу его ввязать, поэтому я присоединяться лучше столбиком без накида. Вот здесь пока разворачиваемся, еще один столбик провязала, конец нити я туда ввязываю, и затем столбики без накида, начиная со второй петли от крючка в изнаночном ряду в обратном порядке. Все очень просто, здесь узора не будет никакого. В конце каждого ряда присоединяемся к боковой части и довязываем дополнительный соединительный столбик. И таким образом у нас каждый ряд будет увеличиваться на одну петлю. Довязываем до конца ряда. Здесь провязываем последние столбики. И заводя крючок с лицевой стороны, присоединяемся к боковой части соединительным столбиком. Провязываем дополнительно еще один соединительный столбик, разворачиваемся. В каждую петельку, начиная со второй петли, столбик без накида. Все, продолжаем вот так вязать до того момента, пока наши две части не сойдутся. И эта часть, она должна накрывать первые два ряда вот этой части, вот здесь. Вот до сюда довязываем, туда-сюда вяжем. И вот здесь, пока вам показывала, поняла, что я не обвязала этот язычок. Вот, теперь я беру нити с середины мотка. Я просто этот момент пропустила, когда стала говорить, что у нас эта часть будет находить на нижнюю, то надо же ее сначала обвязать. Поэтому делаем обвязку. Ну, вы можете сделать, просмотрев это видео, и сделать сразу, когда вы эту часть связали. Ну, а я вот уже начала перед, поэтому точно так же, как мы обвязывали пяточку, мы обвязываем здесь перед. Я провяжу 2 ряда, наверное, изнаночных и 2 лицевых в обвязке. Сейчас посмотрим, я думаю, что так будет хорошо. Провязываем столбики без накида вот снизу до самого верха. По количеству рядов смотрим у нас. В
каждый рядок должно быть провязано один столбик. В каждый рядок один столбик. Если у нас ряд идет из петель с одним подъемом, да, столбики с одним накидом, вот, то мы провязываем сюда 2 петли. В ряд, где столбик с одним накидом, у нас будет провязываться 2 столбика, а ряд, который у нас столбики без накида, мы провязываем 1 столбик. Вот так, чтобы потом не стягивало. Доходим до угла, провязываем в угловые петли по 2 столбика и двигаемся дальше на ту сторону до конца. Вот покажу: угловая петля, 1 столбик, и в эту же самую петлю еще 1 столбик. Дальше идем по верху, вяжем и опускаемся вниз на ту сторону к боковой части. Вот таким образом. Здесь к боковой части соединительным столбиком еще 1 соединительный столбик добавляем, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд. Со второй петли от крючка начинаем вязать столбики без накида в обратном порядке. То же самое провязываем столбики без накида до верха. В угловых частях добавляем в угловую петлю, провязываем по 2 столбика, делаем закругление и затем по верху опускаемся вниз. Здесь ничего сложного, никаких сложных узоров, никаких убавлений, прибавлений, просто в каждую петелечку провязываем столбик без накида. Вот так доходим сюда, до этой стороны, присоединяемся с соединительным столбиком, провязываем еще 1 соединительный столбик, и затем дальше я провяжу еще 1 лицевой ряд. Этого будет достаточно. Провязываем со второй петли от крючка также столбики без накида, еще 1 ряд по лицевой стороне. Закончили ряд. Вот у нас обвязочка такая получилась ровненько, красиво. Теперь нить можно обрезать, и вот этот конец нити на изнаночную сторону вытягиваем и там прячем его в вязании. Перед довязываем вот сюда до первого тоже, до встречи, чтобы он у нас накрыл первые 2 ряда. Вот так, видите, вот первые 2 ряда накрываются, нить обрезаем здесь, вот достаточно. И сейчас так, сейчас я посчитаю, сколько рядов. У меня получилось 18 рядов по переду, и сейчас здесь вот нить обрезанная, я отсчитываю 6 петель с одной стороны, ставлю маркер, и 6 петель с другой стороны тоже отсчитываем, и также точно ставим маркер с другой стороны. Вот эти наметочки мы делаем для того, чтобы нам сейчас начать вязать уже перед наверх, начиная вот с 7 петли с той стороны и с той мы будем вязать по 6 петель с обоих сторон наметили, вот так, и теперь будем вязать вот между ними. Начинать будем с изнаночной стороны, потому что у нас был последний ряд лицевой, поэтому вяжем сейчас изнаночный, чтобы не сломался узор. И вот с первой петли от маркера начинаем ряд, вяжем до маркера первый ряд, также точно столбики без накида, чтобы узор у нас не сбился, поэтому с изнаночной стороны вяжем.
Если вы закончите изнаночным рядом, то тогда наметите маркерами точно так с обоих сторон, и следующий ряд будет лицевой. То есть это уже не имеет значения, просто какая у вас высота получится. Если ножка размер больше, может получиться больше рядов по переду, соответственно, может быть изнаночный ряд у вас последним. Теперь провязываем изнаночный ряд до маркера. В конце ряда последняя петля перед маркером, воздушная петля подъема, разворачиваемся на лицевую сторону, пропускаем вот эту петлю, из которой у нас идет воздушная петля, первая, со второй петли от крючка, вяжем лицевой ряд. Тоже столбики без накида до маркера. Доходим до последней петли. Здесь у нас была в уголок, провязываем последний столбик, воздушная петля подъема, разворачиваемся, со второй петли от крючка начинаем вязать изнаночный ряд. Точно так же вяжем, у нас немножко идет сейчас наскос, провязываем несколько рядов. Вот всего со скосом я провязала 10 рядов. И теперь вяжу прямо дальше. Значит, чтобы прямая здесь полоса была, нам надо уже не со второй петли, а с первой вязать. Вот с этой, где у нас идет воздушная петля подъема. Теперь ряд начинаем с первой петли от крючка. До последней петли вяжем, разворачиваемся и точно так же вяжем с первой петли от крючка. Все время у нас будет с первой петли ряд. Провязываем лицевой. Обязательно не забываем последнюю петлю провязать. Вот здесь вот в уголочке она вот тут туго вяжется. Это последняя петелька. Провязываем воздушная петля подъема. Изнаночный ряд вяжем точно так же с первой петли от крючка, вот с этой самой первой петельки. Провязываем тоже несколько рядов, но я думаю, что рядов 6, наверное, сейчас посмотрю. Смотрите, в зависимости от того, какой размер у вас обуви, может быть здесь больше рядов, ну так, чтобы он потом очень хорошо смотрелся. Вяжем туда-обратно. И вот в результате что получилось. Первые 10 рядов на скос идут. Затем еще 10 рядов я провязала прямо. Теперь буду вязать на увеличение, на расширение. Теперь мне надо ряд увеличить. Я добавляю еще одну воздушную петлю. И в первую воздушную петлю я провязываю столбик без накида. То есть у меня получается как цепочка, 2 воздушные петли, да, в первую провязала и дальше перехожу уже вот сюда на само вязание, вяжу до конца ряда столбики без накида. У меня ряд здесь увеличился уже с этой стороны, видите, на одну петелечку. Провязываю сейчас изнаночный ряд, дохожу до конца ряда, пишите, пожалуйста, друзья, в комментариях, все ли вам понятно в этом мастер-классе, хорошо ли видно. Вот провязала последнюю петлю. Теперь делаю воздушную петлю одну, воздушную петлю вторую, разворачиваюсь и начинаю ряд тоже в воздушную петлю. Вот первая воздушная петля, провязываю дополнительный столбик сюда, провязала и дальше уже в само полотно. Вот теперь и с этой стороны
у меня увеличено в сторону по одной петле, по одному столбику и воздушные петли. Вот так. Провязываю лицевой ряд. Все столбиками без накида. Дохожу до конца ряда. Вот здесь у меня последний, сейчас в угловую петлю столбик будет. Вот. Теперь делаю воздушную петлю и еще одну воздушную петлю, разворачиваюсь и снова начинаю ряд в воздушную петлю. Вторая петля от крючка. Воздушная петля у нас. Сейчас поближе покажу. Вот смотрите. Вот воздушная петля, вторая петля от крючка. Вот сюда столбик. И тут уже перехожу на полотно. Вот таким образом я добавляю петли. И они, вот это уже идет, этот клапан, он пошел на расширение в обе стороны. В конце ряда сейчас дохожу и снова добавляю воздушную петлю. Потом в нее провязываю столбик. Я думаю, что это несложно, вам понятно. Мы там сужали, то мы начинали со второй петли от крючка, пропуская, да, первую петлю, а здесь мы наоборот расширяемся, поэтому мы добавляем по бокам воздушные петли, в которые потом провязываем столбики. Это несложно. Вот угловая петля последняя. И точно так же 2 воздушные петли и провязываем наверх. Вяжем вот так несколько рядов. Сейчас посмотрим, я вам покажу, сколько рядов я свяжу. Вот так одна и вторая воздушная петля, и в первую петлю воздушную провязываем столбик без накида. Все, таким образом увеличиваем ряд и продолжаем вязать в высоту. Вот, итого, здесь 10 рядов наскос, 10 рядов прямо и 6 рядов, 3 изнаночных, 3 лицевых провязала. И теперь набираю цепочку из воздушных петель. Вот, цепочка эта должна быть такой длины, чтобы я могла застегнуть. Это уже будет для ремешка цепочка. Ну вот примерно, чтобы она доходила вот сюда до пяточки. Вот лицевой стороной выравниваю. И чтобы она до пяточки примерно была длиной. Вот сюда, потому что там на пяточке уже будет у меня привязываться застежка. И теперь назад по этой цепочке я вяжу столбики без накида. Это у нас сторона будет внешняя сторона туфельки, то есть с этой стороны у нас будет застежка. Поэтому вяжем по цепочке. Сразу делаем как бы ремешок. Провязываем до конца ряда на той стороне. А уже в конце ряда будем делать тоже встречный ремешок. Я сейчас покажу, как он должен быть. Вот доходим сюда до угла.
И здесь вяжем цепочку из воздушных петель, которая будет у нас вот так обхватывать ножку, вот сюда идти, и по пяточке вот здесь будет заканчиваться. То есть расстояние, если вы замеряете ножку, ширина ножки, какой у вас должна быть, и она должна встречаться вот с этим ремешком, который мы провязали с этой стороны. Вот я провязала 3 ряда. Вот эти 2 встречных ремешка туда-обратно. И теперь надо провязать вот сюда с этой стороны обвязочку, а потом отсюда с этой стороны и закончить вот здесь на конце ремешка. То есть будем делать обвязку по ремешку и все, и заканчиваем. Теперь смотрите, после обвязки я просто приметала нитью, взяла иголочку и вот так нитью пришила эту часть к той, потому что она будет привязываться вот здесь по краю соединительными столбиками. Просто идем косичкой. Я сделаю 2 ряда косички. И сейчас еще осталось шлевочки сделать. Вот здесь с этой стороны отсчитываю 5 петель от края, присоединяюсь. Теперь вот сюда нить закрепляю и провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3, третий 3. Теперь воздушная петля подъема и 3 столбика без накида здесь, начиная с первой петельки от крючка, из которой воздушная петля идет. 2, 3. Четвертую петлю не провязываем, за которую мы закрепились, вяжем 3 столбика без накида, воздушная петля, назад 3 столбика без накида, и вот таким образом вяжем вот такие 2 шлевочки, вот на такую длину. Вот, смотрите, провязала я такую шлевочку. Сейчас нить чуть подлиннее оставлю. И вот эту петелечку я на изнаночную сторону протягиваю. Вернее, не петелечку, а конец нити, вот этот, что я оставила. Теперь петелечку и просто соединительными столбиками прикрепляюсь. Захожу в первую петлю, забираю конец нити, провязываю соединительный столбик. Вот таким образом. Раз. В следующую петлю захожу, забираю конец нити, провязываю в следующую петлю, захожу, забираю конец нити, провязываю. Вот так я прикрепляю их, потом конец нити я выведу на изнаночную сторону и спрячу их там в вязание. Все эти концы нитей мы не обрезаем, мы их прячем, чтобы было все очень красиво. Вот, все. Теперь этот конец нити на изнанку, и там будет он спрятан. Точно так мы провязываем вторую шлевочку. С другой стороны отступаем 5 петелек от края и тоже провязываем. Вот так будет продеваться сюда ремешок. Вот, и будет держаться за эти шлевочки. Если вы не хотите делать, можно их не делать. Просто можно здесь пришить этот ремешок, если вы уверены, вот в ширине ножки промеряете. Можно пришить сверху. А можно, конечно, еще привязать просто
во время вязки, когда мы вяжем пяточку, можно от пятки сделать эти ремешки. Ну, я делаю вот так, мне нравится. А теперь вот там, где у меня стежки, по краю я буду провязывать соединительные столбики, прикреплять эти две стороны вместе. Не очень удобно здесь, потому что с внутренней стороны туда глубоко надо заходить, но ничего, главное не перепутать нить, конец нити и начало. Вот здесь от самого низа, от подошвы захватываем нить и дальше идем соединительными столбиками в каждую петелечку, вот так, чтобы у нас эти две части вместе соединились. Вот таким образом. Потом, когда я провяжу все это, соединю вместе, я наметала, чтобы оно не двигалось, чтобы я четко была уверена, что правильно все. Затем я потом эту наметку цветную, вот голубую нить уберу, и все, и уже будет все готово. Вот так вяжу вот сюда до конца, потом по верху здесь возвращаюсь на бок и вяжу еще один такой ряд. Вот, смотрите, сделала я обвязочку, все крепко держится, вязала еще застежку, ну и украсила вот такими очаровательными цветочками. Я думаю, что модель получилась очень даже интересная. И если вам она понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте, друзья, поделиться этим видео со своими знакомыми в соцсетях, пабликах. Пожалуйста, пишите комментарии, задавайте вопросы, пишите свои пожелания. Очень много идей вы мне даете. Мне нравится, когда вы мне даете обратную связь. Ну, а также не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик и ожидайте новых видео, которые будут выходить на канале. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!